В этом видео мы рассмотрим изготовление деревянных деталей, для которых не нужны дорогие столярные станки. Начнем с того, что разберем несколько способов облагородить кромки шпанированных панелей. Затем перейдем к более сложным, закладным для последующей фрезеровки. На что обратить внимание, как избежать серьезных ошибок и какие изделия можно сделать буквально с помощью пилы и фрезера. Начнем с простого. У меня есть полоса МДФ со шпоном дуба. Есть и кромка из дубового шпона с термоклеем. Эта лента шириной 45 мм. Для 18 миллиметровой плиты я разрезал ее пополам. Шпанированную плиту и кромочный материал можно купить. Можно отдать плиту на распиловку и даже кромление. Мы же сделаем сами. Мы облицуем сначала продольные кромки. Затем напилим на отдельные короткие фасады и уже займемся их торцами. Так быстрее и стык ленты на углах будет лучше. Нагревать и одновременно приглаживать буду утюгом. Тут главное правильно настроить температуру. Для тех, кто знаком с нанесением меламиновой кромки, здесь ничего нового. Снимать свесы буду конической фрезой на 45 градусов. Специальный кромочный фрезер не обязателен, если поднять площадку фрезера и соответствующим образом отрегулировать снятие фаски. Я оставил клеевой слой и снимаю его вручную шпателем. Быстро прохожу шлифмашиной и пока достаточно. Распилил полоски на отдельные фасадики и нарезаю ленты нужной длины для торцов. Прогреваю утюгом всю полоску сразу и прижимаю брусочком, пока клей не загустеет. Дело пошло. Продольные свесы снимаю фрезером, а вот концы срезаю ножом, плотно прижав уголок фасада. Дальше шлифую. Дубовый шпон начинаю со 120 зерна, а затем 180. Мягкий резиновый термоклей хорошо чувствуется губкой, она вязнет. После отделки ничего видно не будет, но общее впечатление от такой кромки только негативное. Нет точного контроля над результатом. Клей забивает поры, размазывается. Шпон от нагрева может потемнеть, стыки на ленте попадаются там, где не надо. Какие альтернативы? Можно, конечно, намазать клей ПВА, как на торец МДФ, так и на полоску шпона, просушивать, а потом также нагревать и приглаживать утюгом. Два отдельных клеевых слоя размягчаются и слипаются вместе. Но я предпочитаю полиуретановый клей. Здесь, например, я использую 1,5-миллиметровый шпон. Прижимаю струбцинами к линолеуму, чтобы скомпенсировать возможные перекосы и погрешности формы. Впрочем, пур надежно заполнит пеной любые полости, и чижи здесь маловероятны. Особенно, если предварительно нанести клей и на полоску шпона. Так не надо покупать кромочный материал с клеем. Всегда можно воспользоваться продольными обрезками того же шпона. Приклеенная таким образом полоска намертво соединена с кромкой МДФ и даже ДСП. Можно не опасаться, что при фрезеровке кромка отлетит или проявится непроклей. Да, это дольше. И требуются струбцины или вайма. А распиловку шпанированной МДФ, как и кромление, можно просто заказать. И вы получите готовые детали. Останется только отделать, скажем, маслом и готово. Для простых деталей так и есть. Но если у нас сложная заготовка, то ее в кромочный станок не запустишь. Это П-образная заготовка под фасады тумбы. Я прижимаю тонкую ореховую полоску к линолеуму, а свес убираю на фрезерном столе и шлифованием. Потом я выпилю часть заготовки и доработаю фрезой, чтобы у нас был плавный переход. В дальнейшем сделаю выборку подхват пальцами, ведь это интегрированная ручка такая. Фасады будут служить одновременно и боковыми подвесной тумбы под раковину. Об этой тумбе смотрите в следующих видео. Удивительно, но на срезе у нас дерево. Мы не облицовывали здесь шпоном или кромкой с клеем. Я выпилил заготовки места под деревянные закладки, подклеил сюда деревяшки, потом грубо срезал лишнее лобзиком, затем на фрезерном столе и шлифованием. Перекрыл все шпоном с обеих сторон, выровнял верх, и только потом мы наклеили кромку на верхнюю плоскость.
А вырез под интегрированную ручку был сделан уже в деревянной закладной. Сравните это с лентой на кромке. Да, для деталей в стиле ЛДСП с меламиновой бумажной кромкой отличная технология. Но от дерева мы ждем чуть большего. А теперь сразу сделаем все по-другому. Вот наш кромочный материал. Планки из ореха толщиной 10 мм. Сначала приклеим их к МДФ. Для удобства соорудил конструкцию, удерживающую крупные детали в вертикальном положении. Потом снимем свесы по 2-3 мм на фрезерном столе, укрываем сверху шпоном и напиливаем на отдельные полки и перегородки. Мы не будем останавливаться на скучных полках с деревянными кромками только по передней части, а лучше взглянем на процесс изготовления фасадов с интегрированными ручками для этого шкафа. Подробнее об этих фасадах сделаю отдельный ролик, нюансов там много. Здесь же обрати внимание на сам принцип. Итак, у нас заготовки из 19 мм плиты МДФ. С помощью трубных струбцин и стяжного ремня прижимаем деревянные планки толщиной 15 мм на полиуретановый клей сразу с двух сторон. Ширина планок 23-24 мм. После высыхания надо снять лишнее дерево вровень с плитой МДФ. Для этого используем фрезерный стол и добавляем временный упор сверху. Возить торцом по столу высокие детали неудобно. Позже в этом ролике рассмотрим и другой способ снятия свесов деревянных планок. Заготовки были с общим запасом 15 мм по ширине для подрезки. Теперь уменьшу до нужной для приклеивания продольных планок ширины. По стороне интегрированных ручек приклеим уже целый брус на 35 мм высотой. И идем пробовать снять фрезой лишнее. Нам пришлось даже поднять упор на 16 мм, так как он был рассчитан максимум на 25 по высоте планок. После нескольких попыток стало ясно, что нагрузка великовата на такую фрезу. Существуют, конечно, спиральные или фрезы с разнесенными в проекции зубьями для грубого съема материала. Но у нас таких нет, и мы решили сделать по-другому. Кладем деталь на 6-мм плиту, чтобы деревянная планка не мешала, а сверху в качестве направляющей еще полосу МДФ. Рядом стопку материала таких же толщин. Широкой пазовой фрезой, фуговальной по смыслу, прохожу так, чтобы вначале срезать внутреннюю часть выбросом стружки на оставшуюся часть. А на обратном пути добираю внешнюю часть с выходом фрезы внутрь детали. Так у нас не будет выбивания щепы ни с одной, ни с другой стороны. Оставляю где-то 1,5 мм. Есть места, где свес был меньше. Такой свес мы быстро сняли на фрезерном столе. И теперь приклеиваем планки с обратной стороны порядка 15 мм толщиной. Фрезой стараемся снять дерево подчистую, немного подскребывая и МДФ. Это важно. Оставшееся дерево крайне сложно снять шлифованием вровень с плитой. Если орех шлифуется примерно так же, как МДФ, то дуб, например, гораздо хуже. И какое бы зерно вы ни взяли, МДФ будет шлифоваться больше и глубже. Дальше я собираю зеркальную рубашку, рисунок которой был заранее согласован с заказчиком. Здесь замечу лишь следующее. Часто пишут, что полиуретановый клей долго ждать. Я не жду. Сейчас в прессе клеится первая деталь. Я за это время отшлифовал две следующие заготовки, набрал и подрезал для них рубашки, и теперь наношу клей, на что с открытой выдержкой уйдет еще 15-20 минут. Все это время я разгоняю клей, который насыщается влагой воздуха и выпускает основной объем газа. Потом отключаю пресс, извлекаю деталь, укладываю следующие две, контролирую, чтобы не было пузырей или нахлестов шпона. Затем удаляю малярный скотч с предыдущей детали и готовлю следующие две. У нас есть еще и верхние фасады. Из соседних листов шпона мы набирали рубашки для них, чтобы рисунок отзеркаливался вверх. Поэтому фасады номеровали. Сейчас прессуются оставшиеся три, и можно идти подрезать деревянные кромки. Деревянные кромки здесь были с запасом, чтобы можно было вывести на пиле огрехи при смещении шпона и совместить рисунок соседних фасадов. Обычно достаточно подрезать 1,5-2 мм, чтобы выставить правильный угол планкам и подровнять шпон. Поперечные стороны допиливаю аккуратно, заканчиваю продольными, чтобы убрать возможные сколы. Итак, фасады в размер.
Срезаю небольшую фаску. Потом по упору выфрезеровываю интегрированную ручку, несколько проходов, постепенно выбирая до нужной глубины. Задняя пластина, конечно, тонковата. Заготовки были рассчитаны на другую фрезу. В итоге пришлось кое-что добавить для прочности, о чем в следующий раз. Обратите внимание на стык планок по торцам дверей. Меня это более чем устраивает. Никакого соединения на ус не нужно. Это бы выглядело как кромка из шпона. Считайте это проявлением конструктивизма и одновременно богатства натурального дерева. Потом 2 слоя акрилового грунта и, наконец, матовый лак. Непосредственно перед лаком добавляю немного желтинки морилкой. В целом, закладные, конечно, не обязательны для строгих форм в стиле минимализм. Ведь сама эта строгость обусловлена упрощением производственных процессов. Поэтому, если используется шпон или дерево, то их присутствие должно быть явным. Не заставляйте вглядываться и искать следы обработки, мелкие дефекты, изъяны дерева, чтобы удостовериться в его натуральности. Шпон без изъянов, скорее всего, меламиновая смола поверх декоративной бумаги. А идеальный резной декор из дерева, скорее всего, отлит из пластика. Дерево же пусть выдает себя сходу. Да, МДФ не дерево. Можно использовать столярную плиту, или фанеру, или просто щит из сосны в качестве основы. Они останутся невидимыми, и здесь выбор лучше делать, исходя из конструктивной необходимости самого элемента. Вот, например, заброшенный шахматный столик. Здесь запланированы были элементы под золочение из пластика, молдинги и ноги. Царги для жесткости сделаны из фанеры. МДФ в таких случаях разрушается при затягивании. Помню, маркетологи одной компании фанеру называли слоеным массивом. Так что все нормально. Это массив березы, облицованный более дорогим шпоном ореха. Да, в каких-то случаях уместно было бы набить планки снаружи, запилить их на ус. Но метод с закладными более универсальный и менее требовательный к оборудованию. Давайте посмотрим, что еще у нас есть. Есть карниз для шкафа-купе, который прикрывает алюминиевый трек по переду. Склеили мы его из деревянной планки с фрезеровкой и 6-мм полоски МДФ с маленькой закладной планочкой в нижней части. Здесь похожий обрезок, использованный в качестве цветового эталона. Обратите внимание, что шпоны дерева имеют разный рисунок и глубину пор обычно. Они по-разному вбирают тонировочные и лакокрасочные составы, поэтому их сочетание в одном изделии требует особого подхода к отделке, о чем мы еще поговорим позже. Дальше у нас древний обрезок первого опытного образца раздвижных дверей из дерева и алюминия, когда мы ролики прятали в нижнем горизонте. Мы использовали толстостенные деревянные планки, и этот обрезок пролежал по сути на улице под навесом 6-7 лет. Кто-то писал, что пур на морозе отклеивается от алюминия. Были морозы до 35 градусов. Не вижу, чтобы алюминиевый профиль выскользнул из рубашки. Посмотрим, виден ли шов. Тоже не вижу. Это более современный обрезок. Помню этот шпон, просто набор занос, намучились мы с ним. Он пролежал 5 лет в тех же условиях, не рассыпался пока. Посмотрим, что будет дальше. Постараюсь раз в 5 лет показывать эти обрезки. Если вы еще не смотрели видео по дверям купе, обязательно посмотрите в продолжение темы. Давайте все-таки примем во внимание вопросы, связанные с таким способом формирования заготовок из дерева, и попробуем минимизировать возможные негативные последствия. Сделаем идеальные заготовки и попутно с чистого листа обратим внимание на некоторые нюансы. Основной вопрос в том, что дерево МДФ играет в зависимости от изменения влажности по-разному, и шов рано или поздно должен бы проявиться. Связка разнородных материалов на шип по сути сводит любую разницу формы изменений к одному наружному шипу, даже к прямой кромке его. Это сократит предполагаемый эффект до толщины 18 мм в 6 раз примерно. Мы нарежем шип на куске доски. Это проще, чем на отдельной планке. Дальше мы сократим по минимуму толщину деревянных планок. Тогда, если что-то и проявится, то впритык к фрезеровке и не будет бросаться в глаза.
Нарезал шип я и в основе, но с небольшим смещением. Постарался сделать рельеф симметричным. Зубчики оставил снаружи. Итак, доска была толщиной 26 мм примерно. У нас есть много лишнего материала и две заготовки. Одну зубчатую планку подрежем до склеивания, другую оставлю так, потом сравним. Приклеивать можно и на ПВА, и на костный клей, и на что угодно. Я приклеиваю на полиуретановый. Он заполняет все пустоты, клеевой слой очень прочный и влагостойкий. Наливаю его на кромку и распределяю кусочком сотового заполнителя. Бумажные полоски хорошо подходят разгонять клей в пазах. Обычно довольно долго приходится ловить одинаковые свесы во время приклеивания деревянных планок. Часто они кривые и приходится вытягивать их, а они вдавлены в линолеум. А здесь все отлично позиционируется. Без дополнительной опоры довольно сложно поймать вертикальность струбцинами. Подобие ваймы все-таки должно быть. Сохнет все примерно 1 час. Дальше кладу деталь на полоску ХДФ. Рядом обрезок такой же и по 16 мм обрезку ламинированной плиты сверху. Фрезу просто упираю в дно с нажимом. Пробую. Многовато. Ослаблю, прижимаю теперь слегка. Нормально. Иду так, чтобы фреза выходила на заготовку. В один проход. Теперь вторая, с большим вылетом планки. Очки обязательно. Дров летит много, но в итоге все без дефектов. Орех легко обрабатывается, но дуб я предварительно упилил по ширине. Снялось довольно неравномерно, мягкий стол все-таки. Буду добивать шлифованием. 120-м зерном без лишнего давления выравниваю поверхность вблизи края. Основная часть твердой площадки остается на самой плите. Шлифую я плиту, а планка как бы между делом. Это важно, и именно это обеспечит общую плоскость. Дальше я готовлю шпон. Связываю торцы малярным скотчем и подрезаю, задавая прямой угол. Заготовка с запасом по длине и ширине. Кладу ее на шпон и подрезаю сначала переднюю кромку, от которой брал угол, затем немного смещаю заготовку вперед и отрезаю по задней стороне. Привычка делать шпон чуть уже заготовки осталась после силиконовой мембраны. Она тянет с краев шпон и разрывает. Но для полиэтилена это не обязательно, да и я намерен свести передние кромки вместе, а сзади запас есть. Заготовки в двойную длину больших деталей. Вторую рубашку я собираю из половинчатого шпона. Крупные детали я возьму из лучшей заготовки потом. Из второй я сделаю короткие, остальное запас. Если есть возможность, то я всегда делаю заготовки на всю доступную длину шпона, материала основы или деревянной доски. В данном случае общим знаменателем стала двойная длина больших деталей. Пур использую и для шпона. Главное его преимущество – он не содержит воды, а значит заготовки не выгнет, а шпон не скрутит. Его можно наносить не спеша. Он хорошо подходит для крупных предметов. Желательно наносить его полусухо, без луж. Расход у него примерно 70 граммов на квадратный метр. Если больше, то надо увеличивать время открытой выдержки. Иначе он пробьется через поры и забьет их. Но в данном случае у нас элементы в ванную. Открытые поры мне не нужны, и забить я их не боюсь. И даже наоборот, для большей влагостойкости наливаю чуть больше обычного. При укладывании в прессе декоративные кромки находятся рядом. Но оставляю расстояние порядка 2 мм, чтобы они не склеились вместе. Шпанирую по одной стороне за один раз. В прессе держу около часа. После второй стороны шлифованием снимаю спененный клей с лицевой кромки, чтобы не мешал проводке по параллельному упору на пиле. Первым делом уменьшаю ширину заготовки, но оставляю пока 2 мм и снимаю их уже с лицевой стороны. Потом от передней кромки уже напиливаю на детали нужного размера. Сначала получаю большие детали, а потом берусь за мелкие. Отрезаю красивый сучок. И дальше детальки.
Теперь выставляю фрезу по обрезку с сумасшедше красивым сучком. Мелкую фаску или скругление 2-3 мм выставляю и проверяю уже на шлифованных деталях, иначе форма может сильно исказиться. Поэтому дальше сначала шлифую детальки 180-м зерном, а уже потом снимаю фаску. Подправляю ее и шлифованием вручную. По шпону лучше, конечно, использовать круги без отверстий для ручного шлифования. Отверстия могут выдрать занозу и даже подцепить щепу. И все же прямая фаска не лучше для нашего метода. Переход со шпона на деревянную планку на видимой пологой грани и ничем не скрыт. Если цвет шпона сильно отличается от цвета планки в этом месте, то это будет слишком явно. Да и дерева осталось довольно много. Это не идеальные детали. Для идеальной же детали надо поймать переход со шпона на планку на вертикальной поверхности. Обычно стараемся поймать его на ступеньке. Но я возьму галтельную фрезу и как раз такую, чтобы подвести выемку почти к стыку дерева МДФ под шпоном. Дорабатываю шлифованием, в том числе твердыми площадки разной формы. И, наконец, мы получили идеальную деталь, деревянная кромка на которой не проявится со временем. Красота! Все так просто и так красиво. Еще немного по отделке. Эти детали будут покрываться в 3 слоя. Первым слоем пройду очень жидким акриловым грунтом. Он должен смочить поры, пропитать поверхность. Потом положу хороший густой слой того же грунта, а потом и матовый лак. Пор почти не останется. Это для ванной и не надо. Главное защитить от перепадов влажности воздуха, а может и попадания воды. Давайте посмотрим, что получается после первого прохода жидким составом. Видно, что на дереве грунт лежит глянцевым слоем, а вот на шпоне весь почти впитался, хотя его по пласти было гораздо больше. Поэтому крайне рекомендую тонировать морилками такие вещи как минимум после первой пропитки, чтобы выровнялся эффект. В общем, такой способ формирования заготовок позволяет делать совершенно разнообразные изделия из дерева. Требует циркулярной пилы, может погружной, но производство форматно-раскроечных станков поставлено на поток. Они значительно упрощают многие операции и, несомненно, стоят каждого рубля, вложенного в такой. Нужен фрезер, как для съема свесов, так и для придания заготовкам окончательной формы. Нужен и свой пресс. С помощью готовой шпанированной плиты ничего путного не сделать. Нужна хорошая шлифовальная машинка и желательно своя покрасочная. Хотя первые работы мы покрывали маслом вручную и даже шелаком. А заготовки вначале мы возили на подрезку к распиловщикам. С помощью такого скромного, по сравнению с оборудованием столярного цеха, набора инструментов, можно делать не все, конечно, но многое. Жду вопросов и возражений по теме. На сегодня все. Спасибо, что смотрели. Всего вам доброго.